Задача: определить центр окружности, проходящей через вершины А, Б, С данного треугольника ABC произвольного положения. Первая дополнительная вертикальная плоскость проекции P3 проходит через вершину С треугольника. Ну, давайте внимательно посмотрим на наши условия, что нам дано и что мы должны сделать. Мы имеем две проекции треугольника, плоскости, заданной треугольником ABC: А1, Б1, С1 и А2, Б2, С2. И нам надо построить окружность. Но эту окружность мы должны знать, во-первых, что описанная окружность, центр ее находится на пересечении серединных перпендикуляров. Мы здесь не можем провести эти перпендикуляры и построить окружность. Ну, во-первых, центр получится в разном месте, это раз, но это проекции. Мы можем это сделать где? На натуральной величине. И поэтому, что мы должны сделать первым делом? Заменить плоскость проекции один раз и потом второй раз, так, чтобы получить натуральную величину треугольника ABC. Для этого мы проведем здесь горизонталь, найдем точку пересечения с B2, C2, опустим линию связи вниз до пересечения с B1, C1, найдем точку и проведем горизонтальную проекцию горизонтали. Вот это будет так. Подпишем. Значит, у нас это будет проекция H маленькая 1. Ну а соответственно здесь вот это будет H2. Построили. Теперь проведем новую линию пересечения плоскостей. То есть мы оставим P1 и заменим на P2 на другую плоскость, которую назовем P3. Ну, в условии у нас сказано, что она должна называться P3. И она должна проходить через точку С. При этом эта новая плоскость должна быть у нас линия пересечения плоскостей должна быть перпендикулярна горизонтальной проекции горизонтали. Значит, вот мы эту линию изобразили. Перенесем ее в точку С. И удлиним. И теперь давайте подумаем. Значит, у нас появилась новая плоскость проекции. Вот она, P3. Плоскость проекции P1 осталась. Вот эта плоскость проекции P1. P2 у нас исчезла. Мы ее отбросили. И теперь у нас вот они, две плоскости проекции. В новой плоскости проекции у нас точки проекции С, Б, А будут лежать на линии связи, которые перпендикулярны у нас линии пересечения. Ну, один перпендикуляр у нас есть. Точка С у нас, получается, будет лежать. Мы должны измерить расстояние вот это, до точки С до линии пересечения. Ну, посмотрите, мы можем сделать таким вот образом. Провести горизонтальную линию и от этой линии горизонтально измерять расстояние. Так будет удобнее. Поэтому у точки С получится у нас здесь это расстояние равное нулю. Значит, это у нас С1. Оно останется здесь. А С3 у нас будет вот здесь, в этом месте. И мы его сейчас изменим на С3. С3 получили. Теперь А. Для А мы должны измерить расстояние
вот это, на котором она находится, это 36 миллиметров. И провести вот здесь 36 миллиметров. 36 миллиметров. И в конце поставить точку. Вот здесь. И это будет у нас, это будет А3. Значит, копируем ее, сюда ставим и изменяем. А3 поставили. Дальше Б. Б должно находиться у нас на перпендикуляре. Ну, я поступлю следующим образом. И вот перпендикуляр просто-напросто скопирую. И поставлю в точку Б. И на этом перпендикуляре мы должны отложить расстояние вот такое. Это 67 миллиметров. Теперь здесь отсюда отмеряем 67 миллиметров. Ну, и смотрите, он немножко у нас под углом. Поэтому его повернем, чтобы он был точно. И отложим 67 миллиметров. 67 миллиметров. Точка вот здесь получилась. Отложим эту точку, построим. И соединим то, что у нас получилось. Точка С и последняя точка. Вот, видите, все совпадает. Ну, давайте ее только единственное, что скопируем, перенесем и обозначим. Значит, это у нас получилась третья точка. Так, есть. Значит, наша плоскость, заданная треугольником, превратилась в прямую. Теперь проведем новую плоскость проекции. И проведем ее так, чтобы линия пересечения была у нас параллельно нашей плоскости. То есть я преобразую ее в тонкую. И вот наша новая линия пересечения. При этом, смотрите, у нас тут было P1, P3. P3 осталось. Значит, мы ее скопируем, поставим. P3 есть. А P4 у нас появилась. И она появилась вот здесь. Теперь на этой плоскости все точки А, Б, С, они как были, так и будут. И они будут лежать на перпендикулярах, проведенных к новой линии пересечения. Ну, проведем такие перпендикуляры. Вот из точки А перпендикуляр к точке, к линии пересечения. Теперь этот перпендикуляр скопируем, поставим вот сюда, где точка С, и поставим туда, где точка Б. Где точка Б. И теперь мы с конца этого перпендикуляра должны отложить отрезки. Отрезки какие? Мы ликвидировали P3, P4, осталось P1. Поэтому вот эти расстояния, которые у нас были здесь до P1, значит, расстояние у нас C равно нулю. Так, мы его здесь и обозначим. И сразу давайте вот здесь обозначим, что у нас вот эта точка, которая получилась, она у нас будет называться C4. Есть. Дальше. Расстояние А для А. Измерим. Так. Для А параллельным размером. Вот это расстояние 67 миллиметров. Изобразим вот здесь отрезок, продолжение, так,
60, так, продолжение 67 миллиметров. В конце поставим точку. Это будет точка у нас А4. Ну, мы ее скопируем, перенесем. Перенесли. И давайте ее обозначим сразу. А4. Ну вот так, чтобы не мешало. Так, и Б, расстояние до Б измерим. Это будет расстояние вот это. 20 миллиметров. Проведем из конца. Продолжение 20 миллиметров. В конце обозначим точку. И эту точку мы назовем B4. B4. Есть. Ну, теперь осталось что сделать? Соединить полученные точки. Соединяем. С, А, Б, и вот здесь будет у нас С. Полученный треугольник — это есть натуральная величина треугольника ABC. Теперь следующий этап, что мы должны сделать, найти центр. А для того, чтобы его найти, нам надо провести минимум 2 перпендикуляра. Значит, первый перпендикуляр я проведу вот здесь. И этот перпендикуляр надо поставить не просто так, а чтобы он был у нас по центру. Ну, привязка, вот она, центр. Ставим середина. Теперь проводим второй перпендикуляр. Второй перпендикуляр, ну, например, сюда. Это роли не играет, куда мы проведем. Затем его перенесем. Так, чтобы у нас вот он стоял по центру. Теперь осталось нам эти перпендикуляры продлить до места пересечения. Значит, мы получили точку, которая и будет у нас искомой точкой, которую мы искали. Значит, эту точку мы подпишем так. Будет у нас О4. О4. Но нам еще нужно найти вот эту точку здесь, на проекциях 1 и 2. Поэтому мы сделаем операцию обратную. То есть мы имеем точку О4, значит, надо ее найти где? Вот здесь. Ну, то есть я, чтобы было точно, скопирую и перенесу. Перенесу вот так. Теперь еще плохо. Перенесем ее так, чтобы вот она стояла ровно по центру. Теперь мы можем утверждать, что у нас есть что? Проекция. Вот это. И эта проекция будет у нас какая? О3. Ну, вот мы ставим сюда и исправим. О3. Поставили. Так, теперь, а как мы сюда получали точки? У нас же здесь, давайте вспомним, P1, P3, да, мы что делали? Мы делали вот сюда, вот эти расстояния, откуда мы брали? Эти расстояния мы брали вот отсюда, да, отсюда. То есть мы можем сейчас что? Провести здесь прямую, ну, можем ее вот так сделать, ее скопировать и поставить в эту точку. То есть мы знаем, где наша точка будет находиться. Да? То есть мы ее вот продлим. Вот сюда, дальше, продлили.
Это вот если бы мы наоборот строили, то что мы бы делали, да? Мы бы проводили линию связи вот так, перпендикулярно оси, и откладывали бы вот это расстояние, да? Это расстояние мы его сейчас и измерим. Какое мы здесь отложили. 32 миллиметра. 32 миллиметра. И да, вот это расстояние у нас необходимо оно отложить так, чтобы оно нам помогло получить вот здесь положение, то, соответственно, необходимое О2 и О1. Ну, а теперь, чтобы это получить, то мы давайте подумаем. Вот здесь точку О, как мы строили точку О4. Мы откладывали на расстояние вот это от оси 21 миллиметр. И где мы это расстояние брали? Мы мерили его вот здесь, да? Поэтому мы что? Построим здесь отрезок, точно, только вот здесь 21 миллиметр. И вот там, где это закончилось, проведем мы здесь перпендикуляр. Так, это не перпендикуляр. Проведем еще раз перпендикуляр. Ну, проведем его выше. Так, перпендикуляр. И смотрите, здесь мы обозначим, что это будет у нас О1. И здесь мы должны вот отсюда отложить. Мы мерили от этой линии вверх 32 миллиметра. Отмеряем вверх по перпендикуляру 32 миллиметра. И там, где это закончилось, ставим отметку. И теперь копируем наше обозначение сюда и сюда. Здесь его исправляем, будет у нас О проекция 2. Здесь исправляем, это будет у нас О проекция 1. И теперь для полного счастья давайте мы здесь из этого центра проведем окружность. Вот так. Все, что необходимо было сделать в задаче, мы сделали. Задача решена.